Приветствую всех на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. И сегодня речь пойдет о кокосовом субстрате. Вот такой он уже размочила его строго по инструкции. Все это расписано, все это есть. Вот разница видна, да? Вот у меня дерновая земля, у нас суглинки. И вот она имеет вот такой цвет. Если часто поливать, она будет такая вот сбитая. Вот, поэтому при посадке весной на рассаду луковичных цветов, при посадке картофеля, при посевах разных растений я использую частично вот этот кокосовый субстрат. Я что делаю? Для того, чтобы купить его попроще, по меньшей цене, вот он такой в брикетах есть в сухом виде, я нашла еще вообще-то всегда после Нового года, когда затишье в торговле, я смотрю акции. И вот нашла акцию Агролавка, интернет-магазин. И там достаточно дешево получилось, потому что я купила сразу несколько десятков килограммов для того, чтобы и на улице посадить картофель. При нынешней холодной весне это будет подспорье, я об этом буду позже рассказывать. И вот этот субстрат получился мне очень-очень удачной покупкой. Ну, надо все время использовать знания и информацию интернета. Этот такой интересный продукт очень важен для того, чтобы иметь хорошие растения. И еще нужно будет обязательно использовать для того, чтобы запустить почву. Скорее всего, здесь не органическая основа, а вот органическую основу и доступ воздуха вот будет осуществлять именно кокосовый субстрат. Но это будет отдельное видео. Я просто хочу ответить на несколько вопросов, которые мне задавали в прошлом году. Я только начала в прошлом году использовать, испытала, провела испытания и хочу поделиться этим опытом. И хочу ответить на вопросы, что действительно это не органическое вещество, волокнистая такая структура, очень хорошая, хорошо рыхлит почву для нас, для нашего региона, где суглинки, такая тяжелая глинистая есть почва. Это просто находка для огородников и дачников. Ну и для цветоводов обязательно тоже. Ну и очень важный момент, я хочу поделиться информацией о том составе кокосового ореха, вот откуда вот получают в Шри-Ланке это продукт из Шри-Ланки. Ну, сейчас я вам покажу и расскажу, откуда этот продукт появился в Украине. Впервые кокосы, вернее сок из кокосового ореха мне довелось отведать в 2012 году в Индии. Наш коллега Навин предложил остановиться у одного из продавцов зеленых овальных фруктов. Они лежали горкой прямо у дороги, как у нас продаются арбузы и дыни. Навин сказал, что нам после долгого перелета нужно обязательно выпить сок этого удивительного кокоса. Продавец искусно большим ножом, похожим на наш серп, срезал верхушку и воткнул соломинку внутрь. Сказать, что это райское наслаждение, это мало. О том божественном соке, который дал силу, энергию и отличное настроение на весь день. Затем покупали каждый день вот эти орехи. В Индии в основном растут кокосовые пальмы с зелеными плодами. Но есть и подороже кокосы. Это королевские кокосы. Вот они еще вкуснее. Об этом нам рассказал наш коллега. Все время в путешествии мы видели зеленые кокосовые пальмы и с удовольствием пили ежедневно витамины «Энергетик» из живого кокосового ореха. Только уже в Шри-Ланке увидела впервые королевские кокосы. Они здесь растут повсюду. Жители чудесного острова особо почитают именно это растение, называя его нежно тамбили. Пальмы очень красивые и грациозные. Каждый кокос, как и все растения, почитаются жителями, но кокос особо. Например, на месте срезанного старого растения кокосовой пальмы, я сфотографировала
вот это место. И вот это место засыпается любая органика и поливается водой. Корни и часть стебля перегнивают быстро. Здесь же круглый год жаркое лето, да и периоды муссонных дождей ускоряют этот процесс. Через год в таком месте образуется особая органическая подушка. В нее укладывается созревший орех королевского кокоса. Он уже такой вот становится оранжевый, но нам не довелось увидеть уже такого сильно созревшего, но вот по рассказу именно шри-ланкийцев, именно оранжевый кокос, орех выбирается самый красивый, укладывается внутрь вот этого места, где росла старая пальма кокосовая, и присыпается органикой, которая находится вокруг этого старого корня. Шри-ланкийцы рассказывали, что после посадки ореха в такое место они, если нет дождей, изредка поливают. В частых поливах нет необходимости. Кокосовое волокно самой пальмы отлично хранит влагу долгий период. Да и сам орех прорастает 2-3 месяца, иногда чуть-чуть дольше. Все зависит от времени муссонных дождей. Внутри ореха происходят удивительные события. Росток крепыш из центра ореха формируют нежные такие корешки. И этих корешков так много, что они растут очень-очень быстро. И они растут именно в волокнистой части ореха, который называется мезокарп. Это уже научное слово, сложное, но вот этой волокнистой части, которая нам очень нравилась, белоснежная такая, и далее переходящая в более такую жесткую часть, вот здесь формируются вот эти корешочки. Заполнив весь орех, корешки набираются такой силы, что раскалывают скорлупу с треском. И вот шри-ланкийцы знают, если затрещал, где-то затрещало, значит, это пророс уже один орех кокосовой пальмы. И вот здесь, в этом месте, начинает прорастать в старый, уже перегнивший корень кокосового растения. И растут эти орехи без проблем. Что-то есть таинственное в этом растении, что орешку, начинающему свою жизнь в лоне своего сородича, создаются все нужные питательные вещества, и есть своя какая-то особая сильная энергетическая защита. И не нужны им сидираты, нет утомляемости почвы от многолетнего роста кокосовой пальмы. Почти у каждого дома шри-ланкийцев есть хотя бы одна кокосовая пальма. У нашей коллеги, занимающейся цветами в своем саду, кокос служит не только для получения орехов, причем круглый год, около 300 штук она собирает, но и для выращивания цветочных растений. Это необыкновенное растение еще и питает черенки цветочных растений. Просто привязывается к стволу этого растения череночек, чуть-чуть в кору вставляется, и все. И черенок очень хорошо приживается, и кокос тем временем хорошо живет. Ученые острова в последние годы активно изучают свойства кокосовых пальм. В этом растении много тайн и новых возможностей. Находясь на острове Шри-Ланка и изучая органический способ выращивания растений, я поняла, что кокос является ценнейшим источником для этого способа возделывания овощей, древесных и цветочных растений. Но тогда, в 2013 году, я смогла только взять с собой пару орехов, ведь они имеют приличный вес, около 2 килограммов каждый. Но мечтала, что и к нам в Украину когда-то попадут кокосовые субстраты, которые в то время уже активно экспортировались в европейские страны. А мечты имеют свойство сбываться. И вот пару лет назад уже несколько фирм стали завозить в Украину прессованные блоки, которые разрезают на килограммы, на различные вот такие объемные и большие, и маленькие блоки, и упаковывают в пластиковые пакеты.
Теперь в интернете есть информация о свойствах кокосового субстрата. Просмотрела различные источники, в которых сообщаются о важных преимуществах этого уникального вещества для использования в растениеводстве. Нашла в этом ворохе информации один минус – соленость субстрата. Купила кокосовый субстрат 2 украинских фирм, замочила и попробовала на вкус. О, водичка, какая ароматная! Так запахло кокосовым молочком, нежной, ароматной белоснежной мякотью. Кокосового И вода субстрата оказалась для даже определенных сладковатой. агроопераций расскажу в Никакой своих видео соли. позже. А пока совет. Ищите акционные продажи в январе и в первой половине февраля, пока цены позволяют купить кокосовый субстрат по доступной цене. На этом завершаю свой небольшой рассказ о королевской кокосовой пальме, частички которой прибыли на мои грядки. Как прекрасен нынче мир, в котором идет такое чудесное взаимодополнение, взаимообогащение новыми возможностями в земледелии.